Всем привет, дорогие наши подписчики! Вас приветствует агентство недвижимости Well Homes. Я Анастасия. Сегодня к нам пришли в гости наши покупатели, которые купили у нас недвижимость. Когда? Год назад. Год назад. Они нас нашли и хотим поделиться с вами их отзывом, чтобы вы понимали, кто мы, что мы и как мы работаем. Рассказывайте, как вы нас нашли, где и каким образом? Здравствуйте. Мы нашли в телеграм-канале, случайно в чатах, отзывы об Анастасии, перешли на ее канал, связались в WhatsApp и были не в стране, не в Турции мы были, и спросили, она сказала, конечно, приезжайте, мы вам найдем, а мы хотели на квартиру в городе, поэтому обратились именно к Анастасии, потому что у нее самое большое портфолио по городу Мерсину, по крайней мере на тот момент было это точно. Вот, и мы приехали, она говорит, приезжайте, мы вам найдем сразу же. Мы через неделю приехали, в течение недели нас возили, нам все показывали, мы выбирали действительно очень много объектов. И вот за неделю мы нашли квартиру такую, как мы хотели, оформили все в течение одного дня, очень быстро, очень оперативно. Ну, мы были просто счастливы, и очень приятно было нам общаться. Все это время, целую неделю мы работали, ездили везде, смотрели. Организация прекрасная всего. Ну, нам было настолько комфортно, несмотря на то, что это волнительно, надо было выбирать и все это смотреть. И, ну, как-то все это получилось буквально вот раз, везде все сделали отлично. Ага. Еще хотела бы вас спросить кое-что. Вот с самого начала, когда мы только познакомились, вам же понравилась одна квартира, Да. Потом вторая квартира, потом вы отправили задаток. Вот расскажите всю вот историю, как у нас реально все это происходило и что мы в последний вагон запрыгнули. Было такое. Нам понравилось, на второй день нам понравилась квартира, которая была еще недостроена, и у нас не хватало денег, но мы решили, что мы возьмем кредит, и, в общем, ну, мы прямо вот дали задаток, ночь не спали, потом я подумала, что нет, в кредит влазить мы не будем, эта квартира все-таки не такая хорошая, как мы хотим. Мы передумали, на утро звоним, говорим, Анастасия, а можно ли вернуть задаток? Хотя на самом деле мы с ним уже распростились, потому что по всем правилам задаток обычно не отдают. Но Анастасия говорит, не волнуйтесь, все нормально, мы этот вопрос решим. И вы знаете, мы приехали в обед, нам отдали задаток. Мы, конечно, были очень счастливы, потому что такое практически не бывает. Вот. Потом мы хотели купить вторую квартиру, но... Мы ее выбрали, да, она нам понравилась, сделка не получилась, потому что хозяин квартиры, у него или времени не было, или еще чего-то, да, но он не приехал на Тапу. Прямо в Тапу он не пришел. И сказал, я уехал в Анкару, и все, до свидания. И сделка у нас сорвалась. Ну, мы решили, что значит так и должно быть, значит нас ждет третья квартира. И тут уже пятница, у нас на понедельник билеты, мы должны улетать обратно. Тут буквально в четверг вечером мы уже перебрали все объекты, думаем, что же нам делать. И тут Анастасия вспоминает, говорит, у нас есть еще одна квартира, вот давайте мы ее посмотрим. И мы смотрим, говорим, да, мы ее хотим. В четверг вечером мы решаем, что мы ее хотим, а в пятницу мы оформляем Тапу. И вот как-то все сложилось, и вот год прошел, мы об этом не жалеем, и очень все хорошо. И самое интересное, что вот нам помогли в этом году оплатить налог на квартиру. Сейчас мы подали на ВНЖ, нам помогли с оформлением ВНЖ, спасибо большое. Все документы, которые надо в Белидее, в Тапу, все мы собрали, вместе с Настей везде ездили, все оформили. Ну и дальше еще вот собираемся уже жить в этой квартире. Нам обещают оформить, помочь абонементы на воду, на свет. Все это благодаря агентству. Вот такой вот сервис. Спасибо большое. Не за что. Это вам в первую очередь большое спасибо за доверие. Потому что, как говорится, очень многие, часто бывает такое, что, например, мы стараемся это вообще не практиковать и вообще убрать
вообще из привычек. Многие идут как? Агентство недвижимости. Купил квартиру, отдал ТАПУ и до свидания. Да. По идее, по закону Турции так и должно быть. Потому что ни в одном законе Турции не указано, что риэлтор, агентство недвижимости обязано делать определенный сервис. Это, например, там, подключать абонементы, там, делать вид на жительство. По закону Турции никто не имеет права никого заставить. Да. Наша работа заключается в чем? Наша работа заключается в том, чтобы дать вам ТАПУ, вот и все. Но бывают такие случаи, даже скажу, у меня бывали такие случаи, когда я лично просто не хотела делать людям ничего. Не потому, что я не хочу, а потому, что вот люди себя так ведут. Это же человеческий фактор, да. Мы вам оплатили. Вы что, мне рабство оплатили? Чтобы я была у вас там 10 лет пожизненно слугой, да. Да, ну надо уметь общаться. Все, что возможно, хоть через 10 лет вы приедете, вы скажете по-человечески: Настя, мы приехали, помоги, пожалуйста, да, давайте сейчас сделаем вот эти документы. Вы свободны там в ближайшие там 2-3 дня? Да, мы свободны. Все, пожалуйста, мы поехали, мы сделали вам тот сервис, который мы изначально, как говорится, обещали. Но когда вы мне звоните вот так вот: я, короче, там приехала, дорогая моя, завтра я буду в 9 утра в офисе, и чтобы мы уже подали все документы. Вы меня простите, а я что, не человек? У меня нет работы, я просто сижу вот так и жду, когда же вы соизволите спуститься ко мне с небес и осчастливить меня. Осчастливить меня, сделать вам, помочь вам сделать вид на жительство или еще какие-то абонементы. В любом деле важны человеческие отношения. Конечно. Я считаю, это везде так. Не только в покупке квартиры, это везде и в бизнесе, и при покупке машины. В любой ситуации важно вести себя, в общем-то, достойно и по-человечески, с пониманием, что никто никому ничего не должен. Но если попросить или как-то по-человечески подойти к вопросу, всегда помогут. И здесь это очень чувствуется, что если ты обратишься и скажешь, что вот такая ситуация, вот у нас вот такие вот вопросы, сможете помочь? Всегда помогут. Просто надо состыковать время, найти, чтобы было... Все заняты, никто не сидит без дела и ждет, когда, вот, допустим, я приду и это вот. Нет, надо согласовать время, удобно ли вам, будете ли вы не заняты, потому что есть и получение ТАПУ, есть и другие какие-то вопросы. Все можно решить на самом деле. Все можно решить только по-человечески. Да, поэтому спасибо вам большое. Вам спасибо большое. Один из самых лучших наших клиентов в плане человечности, в плане того, что мы постоянно с вами общаемся. Вот недавно мы ездили с вами на тур. Еще, дай бог, опять поедем. Ой, здорово. Тур был замечательный. Володю и поедем. Да. Вот. И как бы люди, которые хотят общаться, я всегда рада. Клиенты они мои, не клиенты они. У меня очень много людей, которые когда-то общались со мной, потом когда-то купили у кого-то, вернулись ко мне там за помощью и так далее. Но я помогаю. Чем могу помогать? Не могу, значит, я не могу. Потому что как бы я никому ничем не обязана. Не сверхчеловек. Да, я не сверхчеловек, у меня нету в сутках 48 часов, и в году у меня нету 600 дней, было бы, я бы, может быть, смогла бы. Но, к сожалению, у меня все как у всех людей. Вот. Да. Большое спасибо вам, Володя, Наташенька, за доверие. Спасибо за то, большое вам. Мы уже стали практически как друзья. Да. Это вот правда. Я редко, мало годы общения, да, так. Да. Чаще всего, я как говорила, в основном так: ТАПУ получили и до свидания. Все, я вас не знаю, вы меня не знаете. Очень часто ко мне вот так вот люди возмущаются, там, говорят: я вот у кого-то купил, там, а она со мной... Почему она должна с вами здороваться? И получается, бывает такое, он звонит: Настя, мы вот там, нам надо подключить свет. Я думаю: господи, а вы кто? А мы вчера ТАПУ... Я говорю: да, прости. Ну, клянусь, бывает, что не знаю, особенно если даже неделю там, ты вообще не помнишь. Потому что поток людей большой. А почему вы забываете? Ну, в смысле, у меня в день бывает 4-5 сделок. За неделю, да, десятками идут. Как я могу это все, вот, ну, я человек. У меня бывает, как говорится, заходят шарики за ролики. Ну, это нормально. Вот, и дай бог, мы все будем общаться, все будем дружить и жить мирно. Да, это главное. Да. Ну все, всем спасибо большое. Да. С вами было агентство недвижимости, я Анастасия. Всем пока-пока, до скорых встреч.